Друзья, всем привет, это Александр. Большая Камбоджа в Париже. Второй раз уже за год я здесь оказался по делам. Сегодня прилетает моя дочь. Я вам немножко буду снимать контент. Такой легкий парижский. Буду снимать только на телефон. Ничего не убрал, ни камеру, ни дрона. Вот буду снимать только все на iPhone. Всем приятного просмотра. Весна в Париже. Хорошее время. Мы поселились вот в таком месте. La Défense. Это деловой центр Парижа. А тут уточки вон там плавают, они подходили ко мне. У меня вот выдалось время погулять, пока дочь жду. Вот. Просто вот такой райончик недалеко от La Défense вот прогуливать. Смотрите, чистота, конечно, поражает тут у французов. Молодцы, все тут положено, как положено написано, чтобы за кошками убирали, за собаками. Это вот один из мостов здесь через Сену. Смотрите, даже цветочки такие в клумбах на мосту. Понятное дело, в Париже есть места, где мусор. Я это сам видел. Но я не хочу это снимать. По крайней мере, пока это мне на глаза не попадается. Я снимаю, как вот есть. Вот там как раз эти небоскребы, я там живу, вот оттуда иду пешочком, прогуливаюсь. Да, понятно, это не тот район, где очень много старых зданий, достопримечательностей, но вот так вот они все тут сделали, обустроили. Везде, видите, дорожки есть, велосипедные. Кстати, очень много спортсменов, которые бегают здесь, спортом занимаются. Такие красивые улочки тоже. Друзья, вот я зашел в турецкий ресторан, заказал себе айранчику, и у них здесь готовят прям, вот тут прям кухня, и они прям здесь сразу готовят открыто. Вот такие тут у них разные блюда в меню есть. Сейчас заценим. Я люблю турецкую кухню, я в Стамбуле был очень много раз, может раз 30 точно. Вот такое традиционное турецкое блюдо. Шашлык из баранины, салатик, картошка у них, как всегда. Будет вкусно. Я в метро спустился, вот такая мрачная станция одна. Первый раз такую мрачную станцию в Париже вижу. Очень мрачная. Я приехал в аэропорт Орли. Даша прилетает сюда. И сейчас я ее буду встречать. Так, а вот и Дарья. Привет. Привет. Даш, ну как ты долетела? Нормально. Я еле живая. Да, я какой еле живой. У нас-то уже 5 утра. Так, мы ждем таксиста. Да, кстати, такси здесь достаточно дорогое. Вот мне доехать где-то там около 20 километров получилось 40 евро. А если на обычном такси, то будет стоить 60 с лишним. Вот такой номер у нас с 2 кроватями. Видите, расстояние какое. Показываю вам. Как правило, в Париже вообще все номера маленькие. Но санузел, конечно, побольше. Такой относительно. Такой санузел. Санузел, скажем так, стандартный. А номера, конечно, вот такие вот. Прям маленькие. Такой у нас тут вид. La Défense. Ну а так и нет. Отель вообще хороший. Он просто новый. Вообще новый. Но вот прям маловат. В прошлый раз, когда мы тут были, у нас был побольше номер, но не в этом отеле. Вот такая погода. Не очень. В деловом центре людей вообще никого нет. Вот мы сейчас на метро поедем до торгового центра на завтрак. Хотя можно было в отеле позавтракать. Ну какой завтрак в отеле? Даша говорит, надо покушать в другом месте. Не в отеле-то. Вот такой билетик стоит 30 евро на 3 дня. И на нем можно
Вот именно на таком, на метро, именно на городском. Там еще такие, там тут просто много разного транспорта есть, но вот этот только здесь. Но нам, собственно говоря, этот и нужен. Метро очень удобный транспорт. Здесь такие короткие станции. Допустим, не так, как там в той же Москве метро такое. Здесь. Но метро очень удобный, так что рекомендую всем пользоваться метро. Но вообще минус этого билетика, видите какой он? Он вот такой вот тоненький. И он просто может погнуться, и все. Вот у меня в прошлый раз, когда мы были здесь в феврале, он просто погнулся, и все. Еще его не хотели менять потом. Да. Так, выходи прямо. Здесь такой большой торговый центр на La Défense. И в нем есть Дашин любимый Starbucks. Хотел вот такой сэндвич заказать, но его не оказалось. Пришлось заказать какой-то веганский. А вообще, если честно, я не особо люблю и французские завтраки с их булочками. Но хлеб, конечно, вкусный. Все-таки я больше поклонник азиатской еды. Какой у нас французский завтрак? Кофе. Это не кофе, это матча, да? Да. И веганский багет, у тебя такой круассанчик. Так, мы едем на метро в центр. Вообще, мы же здесь были, даже еще 3 месяцев не прошло. Вот. И уже даже не знаем, куда пойти. На самом деле, как бы основные достопримечательности все посмотрели, там и в Лувре были. Вот, там по городу погуляли. Но вот сейчас мы поедем в Нотр-Дам-де-Пари. Билетики совываем так. И идем в метро. Так, где-то мы тут вышли. В красивом месте, как всегда. Ну, смотрите, Париж, он, конечно же, красив. Даже в такую погоду. Вон он, Нотр-Дам. Пойдем туда. Но то он, по-моему, закрыт, ты сказала, да? Да. Красота. Это река Сена в Париже. В феврале, конечно, здесь более зябко было в такую погоду. Сейчас как бы хорошо. Ну еще и дождь, кстати, прекращается. Кстати, французы молодцы. Вот на улицах, видите, вот такие туалеты стоят. Он платный или бесплатный? Он, по-моему, бесплатный. А, нет, бесплатно. Бесплатный? Ну, слушай, вообще молодцы. Здесь сделали вот такой постамент, или как его еще назвать, для того, чтобы можно было полюбоваться этим собором. Такие милые маленькие улочки с магазинчиками, с ресторанчиками. И мусор. Не, ну это мусор, он так. Ну, видать, уберут его, просто, видать, тут это какое-то место. А может, забастовка, кстати, мусорщиков. Тут же это, часто бывают забастовки. Но люди отстаивают тут свои права. Они как бы, если их что-то не устраивает, они сразу выходят на улицы, как бы. Очень много, кстати, турецких ресторанчиков. По-моему, это называется Латинский квартал, где мы сейчас гуляем. Ну, вот красота, конечно. Кондитерские, везде всякие булочки. Все это вкусно, все это сладко. И все это опасно есть для увеличения килограмм. Че она спрашивала? Без понятия. Что-то... Но тут есть такие всякие элементы интересные на улицах. Могут что-нибудь попросить. Всего за 1 евро. Виниловая пластинка. А на чем ты будешь слушать? Или ты просто как сувенир? 4 евро, да? Да, Класс. да, Ну, 4 Стиви Вандер это вообще бомба. Вот это какая-то. Мне тоже нравится Стиви Вандер. Класс. Ну, как видите, здесь снимать можно вообще все. Здесь, ну, красота везде, красота.
Очень много людей вот занимается спортом, бегают по дорожкам, вот здесь по набережной. Молодцы. Даш, опять твой магазин с вот этим всяким интересным, я не хотел сказать барахлом. Итак, орфографический словарик без орфографии. Да. Кстати, Париж получил, конечно, очень сильное русское влияние, когда произошла революция в 17 году. Сюда очень много людей переехало. Белая эмиграция, люди уезжали. Здесь очень много чего есть, то, что было связано с Россией еще того прошлого века. Слушай, интересные книги. Это на каком? На французском? На французском. Вроде. Перестройка. Так, а мы продолжаем гулять. Даше надо пройти сегодня 45 километров. У меня уже что-то ноги приподустали. О, какая-то китайская какая-то едальня. Ну, слушай, В китайском районе, да? ну тут они какие-то китайские. Давай, пойдем, ты хотела свой bubble tea. Давай уже, я хочу сесть, я честно уже не могу ходить. Да, это вся эта наша китайская еда здесь. Это тайваньский bubble tea. Кстати, очень популярный. Вот в Камбодже тоже написано там с Тайваня, такие же есть. Очень вкусно, очень сладко. А, сладкий, да? Да. Дай-ка я попробую. Я взяла такой. Блин, ну вкусный. Кстати, вообще классно. Прям он вот такой вот с сахаром. Насыщенный, кстати. Слушай, тайваньцы молодцы. Да вот он, Ван Лаудзи. Нифига себе, практически 3 евро стоит. Он стоит 90 центов в Камбодже. И в Китае тоже что-то около того. Примерно одинаковая цена. Тут прям дорого. Это какой-то для туристов специальный супермаркет. Для меня. Вот соджу, корейская водка. 6 практически евро. Так, что-то в Камбодже по 2 доллара, что ли, или что-то максимум. Или даже $1.50. Распогодилось. Мы гуляем. Я хвалил общественные туалеты. Вот заходили 2 закрытых, не работают. Пытаемся найти туалет. Но сейчас, если не найдем, то пойдем в какой-нибудь ресторан, сядем уж там. Кстати, очень много продается скутеров. Но вообще Париж — это такой город мототранспорта. Очень много мототранспорта. О, вот прям как раз и едет. Вот они. Очень много велосипедов. Специальные велосипедные дорожки. Очень много пешеходных улиц. Вот мы сюда просто первый раз случайно зашли. Вот. Прям очень много. Лего. Такой магазин, конечно, классный. Смотрите, какие тут экспозиции. Тимуру надо будет купить игрушку. Конечно, вот Лего конструкторы — это, ну, топ. Вот любые дешевые, которые другие покупаешь, которые дешевле, там и собирается как попало, и все. Лего не дешевый, но качественный. Друзья, вот мы зашли в такой ресторан здесь, японский. И хотим заказать себе рамен. Открытая кухня. Вот вообще мне нравится, очень интересно наблюдать, как тебе готовят. Так, вот такие большие порции принесли. Это Даше. Это мне. Заценим сейчас. В метро едем. А вот это вот такой район интересный. Здесь вот все немножко по-другому. В основном цветное население. Просто все по-другому. Я, конечно, ничего против не имею, никакой там, я ко всем расам хорошо отношусь, но тут как это, немножко чувствую, что тут как бы, что ты чуть ли не в Африке вообще, если честно.
Просто вот обратите внимание. Такие районы. Пойдем на ту сторону. Просто вот Париж, он на самом деле так вот разительно отличается своими местами. Вот тут абсолютно другой Париж. Другой Париж. Немножко другой. Я вчера гулял, ты просто не видел это место, где я гулял? Нет. Вот там около Ла Дефенс. Там такой прям цивильняк вообще. Все так красиво. Чистота идеальная. Здесь прям немножечко по-другому. Да, такие лестницы, они вдохновляют. Разный все-таки Париж, да? Везде. Везде вот он по-разному. Тут вообще в другой район мы пришли. А есть еще такие фешенебельные районы там, где бутики мировые. Такие интересные. Здесь всякие улочки маленькие. Прям внутри зданий. Это интересно, так гулять, галерея какая-то. Елисейские поля. Вот там Триумфальная арка. Очень много магазинов всяких разных мировых брендов здесь, на этой улице. Вот тут музей Dior. Такой тоже интересный район. Пойдем. Куча всяких разных магазинов, мировые бренды здесь. Да, вот такая вот часть интересная Парижа. Магазин Луис Виттон. Смотрите, какой тут осьминог. У них все время какие-то интересные такие скульптуры стоят около магазинов. Ну вот и Эйфелевая башня. А вот православная церковь. Прям около Эйфелевой башни. В центре Парижа. Так, это настоящая традиционная кухня Франции. Я заказал утку, а Даша заказала себе огромный кусок ребер. Так получилось. А это легендарное крем-брюле. Ну и как, Даша? Крем-брюле. Не, ну десерт, нет, десерт по-любому вкусный должен быть, да? Да, такой нормальный. Вот тут такой красивый вид Эйфелевой башни. Такой переулок. Случайно мы сюда вообще попали. Только что вышли из ресторана. Ну, ресторан, не знаю, друзья, не впечатлил меня особо. Тебя впечатлил ресторан? Ну, не особо. Не знаю, не по мне, азиатская кухня вкуснее. Но вот... У нас утро, с погодой не очень везет. Идет дождь опять. Мы едем на завтрак. Так, вот мы на завтрак пришли в такое интересное место. Вот у меня шакшука греческая. А Даша вот такой, блин, большой. Так, а мы зашли здесь в тропический сад. Прям интересно, тут такая сразу температура другая. Но я-то из тропического сада в другой тропический сад, как видите, прилетел. Да, красиво. Вот такие даже джунгли. Когда в Камбоджу приедешь, так то же самое увидишь. Какой-то большой цветок. А это мы уже в музее минералов. Уже очень интересно здесь.
Кстати, вот это вот очень интересно, да, вот кто если интересуется наукой, вот смотреть, вот когда образовывались минералы, в какой период времени, сколько миллиардов лет назад, когда формировалась планета. Всякие интересные камни, кварц, аметист, берилл, золотые самородки. Хорош Париж вот такими парками, где можно гулять, время проводить. Так, музей палеонтологии. Входы в среднем музей стоят 7 евро. Ну да, вот минус еще какой, то что все опять же по-французски написано. Так, а на втором этаже уже, вот видите, здесь уже динозавры. И скелеты, очень интересно. Удобно перемещаться в метро. Просто удобно. Итак, вот мы идем в вот этот ресторан по рекомендации. Улитки. Пробовать? Так. Да, много здесь таких ресторанов интересных. Это старинное здание, как какой-то дворец целый. Красивое место. Так, ну вот что, попробуем сейчас местных улиточек. Это вот фуагра. Ну, я не попробую улиточек, так что... Но ты улиток не попробуешь. Да, Даша не ест, потому что у нее аллергия на морепродукты. Хотя улитка это не морепродукты, ну сейчас попробуем. Рисковать не буду. Так, ну это вот исконное блюдо французское, это тартар с мясом. А вот даже спаржа. Ризотто вегетарианское. Ризотто, да? Да, ризотто со спаржей из кучи. Друзья, ну вот не знаю я, вот поел, ну вкусная французская кухня, ну вкусная. Больше всего мне понравился хлеб. Хлеб оказался очень вкуснее всего. Вот. Французская кухня, конечно же, хорошая. Вот с морепродуктами блюда какие-то интересные. Но вот здесь, ну улитки вкусные. Ну не знаю, но азиатские вкусы, они просто на порядок обходят. Мы зашли в храм, в католический. Да, конечно, они очень красивые. Все это такие величественные сооружения, строились давно. Я даже не знаю, какого века этот храм. Но вот так вам просто показываю для понимания. Огромных денег все это, конечно, стоило. Друзья, это музей Лувр, внутренний двор. Я в музее уже был в этом несколько раз, туда вовнутрь не пойду. Но вот такой красивый внутренний двор. А вот сама пирамида около Лувра и вход в него. Кто не знает, здесь самый важный, выдающийся экспонат — это картина Мона Лиза. Вот, по-моему, она где-то вот в этом крыле висит. Что тебе Эрмитаж понравился больше, чем Лувр, да? А почему? Да. Мне он показался гораздо интереснее. Больше интересных экспонатов. Не, ну Эрмитаж-то тоже крутейший музей, крутейший в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург, он даже чем-то схож с Парижем, потому что тоже такой же красивый город. Очень. Все, кто был в Санкт-Петербурге, они все рекомендуют попасть в него еще раз. Конечно. Санкт-Петербург — это особенный город. Москва мне не нравится. Ну, Питер по-любому красивее Москвы, это факт. О, это самая красивая станция метро, как раз вот около Лувра. Наверное, это самая красивая станция в Париже. Конечно. Мы, кстати, на ней вообще первый раз. Специально, чтобы только до канала заснять. Это с экспонатами, это же. Даш, мы куда пришли на завтрак? Да, в это самое популярное место, одно из популярнейших мест Парижа, где завтракают туристы. Настоящий французский завтрак. Да. Горячий шоколад, круассан. Сейчас пойдем посмотрим. Вот это место называется
карета, да? Карета. Так, друзья, вот такой ресторан с 1927 года принимает гостей. Ищем завтрак. Для понимания, сколько здесь стоят завтраки в этом туристическом месте. 22 евро один завтрак. Вот можно выбрать себе. Ну вот такой завтрак, значит, тут чай, круассан, тост, апельсиновый сок, даже горячий шоколад. Вот. Настоящий французский завтрак. Съесть бы все это. Что могу сказать? Завтрак очень вкусный, плотный, интересный, сладкий, правда, но круто. На самом деле, будете во Франции, обязательно попробуйте такой завтрак. Мы с Дарьей идем, и тут смотрим, тут завтраки, а тут завтраки немножко подешевле. Да, Ровно в 2 раза. Ровно в 2. Но это не такое туристическое место. нету круассана. Почему? Один круассан написано. Смотри. То же самое все. Все то же самое, только стоит это 9 с половиной, а не 22. Где ты видишь круассан? Вон, один круассан. Плюс один круассан. Окей. Так что, друзья, ну, в туристические места можно ходить, а можно ходить не в туристические. Для опыта. Пойдешь? Ну, вот просто вам снимаю район такой. Он вообще не в центре, ну, это считается еще такой небольшой Париж, а просто вокруг Париж. Вот смотрите, зарядочки стоят для автомобилей электрических. Где, конечно, вот мусорок валяется, но все равно очень чисто, опрятно, вот такие домики красивые. Вот такая тут красота. Площадь такая красивая, не знаю, как называется, даже не смотрел в гугле. Но мы продолжаем гулять. Так, а мы идем на обед. Вот ресторан «Калинка» с русской кухней. Да-да-да, вот такое меню тут есть. Здесь меню есть всякие разные блюда. Можно посмотреть. Обязательно возьмем борщ. Что-нибудь еще. Итак, принесли борщ. Даша, сколько уже больше не ела? Года? Больше года. Печально, грустно. Хотел сказать, по-английски очень хорошо звучит, по-русски наслаждайся, тут есть enjoy. Да. Так, а это что ты заказала? Это что? Котлеты по-пожарски и вареники с картошкой. Ну все, наслаждайся. Да. Ну, борщ, кстати, был отличный. Суперский, да, отлично. Борщ И понравился. хлеб. Отличный ресторан. Я прям на удивление очень сильно удивлен, прям очень вкусно, очень вкусно. Вот такой ресторан «Калинка» в Париже. Рекомендую, друзья, кто будет. Друзья, случайно проходили здесь? Просто написано, что вот этот ресторанчик 1686 года. Представляете? Вот это просто интересно, же просто зайти туда. И такой он красивый, интересный. Вот такой вот есть тоже Париж, что тут, правда, шумят с мусором. Мы идем в Люксембургский сад. Люксембургский сад. Потрясающе красивое место. Ухоженное. Очень большой парк. Все, видите, как для людей сделано. Смотрите, сколько стульчиков, можно сидеть, смотреть на цветочки, на парк. Вот еще немножко пейзажей таких красивых из Парижа. Ну прям, видите, какая красота так. Памятники прям в центре такие, и деревья красивейшие. Очень красиво. Очередь в книжный магазин. И Дарья, вот там любительница книг, стоит. Я говорю, будешь стоять? Ну стой, я здесь посижу, попью чайку и посмотрю на Нотр-Дам. Обзор на то, что я купила
Вот. Книжный магазин. Кстати, быстро очередь пошла. Да, более-менее. Какая-то книжка, которая называется All About Love. Да. Все на английском, да? Да, потом Бобби Фишер. Про шахматы, даже шахматистка еще та. Шахматы. Это тоже шахматы. Андрей Солтис. Да, как ты все это повезешь? Бобби Фишер. В багаже Бобби Фишер. Просто Бобби настоящий Фишер. Обалдеть. Селена Час. Ну круто. Потом одна книжка немного о Сколько? религии. Сколько их уже? Все? Нет, это еще не все. Ну и потом Обалдеть. вот эти вот штуки, это блокнот такой вот очень красивый. Блин, вот это да. Магазин нормальный здесь. Наш. Самое главное, Нормальный магазинчик. Очередь немножко спала. Триумфальная арка. Такое грандиозное сооружение. Прям мощь. Туда вот можно подняться наверх, но мы не поднимаемся. Друзья, мы едем в аэропорт. Сейчас берем машину и едем дальше в Люксембург. Париж. Прощаемся с ним. Только потом вернемся уже, когда обратно будем ехать. Что могу сказать вкратце о Париже? Очень крутой город, очень дорогой город, очень красивый город. Много есть каких-то определенных таких очень. Вкусная, конечно же, французская кухня, но мы в большей степени приверженцы азиатской кухни, потому что она более она больше нравится, конечно, да. А так, все классно. Большой вот аэропорт здесь у них, Шарль-де-Голь. Но какие минусы? Все время какие-то очереди здесь на паспортном контроле. Вот что туда, что обратно. Вылетаешь, очереди конкретные. Это, конечно, страшный минус. Неприятно вот там стоять по 1,5 часа в очереди, что на прилет, что на вылет.